Всех приветствую. Анализ, обзор, прогноз криптовалют. Рынок криптовалют у нас сегодня в зеленой зоне, и трудно найти монету, которая бы не показала хотя бы какой-нибудь рост. Что касается биткоина, то за 24 часа его курс подрос на 2,3%. Но этого нельзя сказать о шортах биткоина. Они сократились на более чем 18%. По эфириуму шорты наоборот прибавились, но не так много, всего лишь 7,4%. Достаточно незначительное увеличение шортов. По Ripple, так же как и по биткоину, шорты сбрасываются. Почти 11% минус в шортовых позициях. Страха на сегодняшний день также стало меньше. Это все еще экстремальный страх. На сегодня цифра это 25. Второй день идет падение страха. График альтсезона показал незначительный рост с 65 до 67 и все еще находится в такой промежуточной фазе, после того, как недавно он выпал из зоны сезона альтов. За последние сутки ликвидировано почти 56 тысяч трейдеров на общую сумму $302 миллионов. Практически 70% из них это были шортисты. В любом случае неприятно смотреть, когда у людей отбирают деньги, но на ликвидации шортистов мне смотреть как-то проще. Скорее всего потому, что я никогда не шорчу крипту и потому что при ликвидации шортистов крипта показывает положительную динамику и рисует зеленые свечки вверх. В социальных сетях данные монеты были наиболее популярны за последние сутки. Биткоин также болтается внизу на 11 месте, эфириум недалеко ушел, но он находится выше на 9. Самая же популярная монета за последнее время это XEP, Electro Protocol. Именно данная монета больше всего интересует людей в социальных сетях. График, показывающий продажи майнеров, продолжает снижаться. Это значит, что они все меньше и меньше продают, и активных продаж у майнеров по-прежнему нет. Хешрейт биткоина также обновляет минимумы и летит прямиком на новые лои. В прошлый раз, когда было такое сильное падение, через какое-то время мы начали снижение ценовое по биткоину вниз. Посмотрим, что произойдет на этот раз. Пока мы болтаемся на тех же уровнях. А стейблкоины остановились и образовывают небольшой такой флэт на вершине. Хаи у нас не обновлены, но и вниз мы тоже не собираемся. Это резервы всех бирж в стейблкоинах. Илон Маск снова в своем твиттере опубликовал сообщение на тему криптовалют. Он написал: «Важно поддержать». Это был ответ на твит Росса Никола, который опубликовал предложение по изменению комиссии Dogecoin. Илон Маск призвал всех перейти на Reddit и поддержать данную инициативу. Из интересных новостей это британский регулятор запретил деятельность Binance. Управление по финансовому регулированию и надзору постановило, что фирма не может вести регулируемую деятельность в Великобритании. Binance у них не зарегистрирована и, следовательно, не имеет права управлять биржей в Великобритании. Binance же заявила, что уведомление данного управления по финансовому регулированию и надзору не окажет прямого влияния на услуги, которые он предоставляет на своем веб-сайте Binance.com. Существующая криптобиржа Binance не находится в Великобритании, поэтому, несмотря на постановление, на практике это не повлияет на жителей Британии, которые используют веб-сайт для покупки и продажи криптовалют. В чем тогда заключается запрет, не совсем понятно. То есть они запрещают, но фактически запрета никакого не будет. И британцы также продолжат пользоваться данной биржей. Мексиканский миллиардер заявил, что биткоин должен быть в портфеле каждого инвестора. Рикардо Саленс Плиего является одним из самых богатейших людей Мексики. Я потратил много времени на изучение биткоина и считаю, что это актив, который должен быть частью портфеля для каждого инвестора. Это ценный актив с международной стоимостью, который торгуется с огромной ликвидностью на глобальном уровне. И этого достаточно, чтобы он был в портфеле на длительный срок, заявил этот миллиардер в своем недавнем интервью Forbes. В ноябре 2020 года он сообщал, что 10% его активов находится в битке. Также он негативно высказался про фиатные деньги, назвал их мошенничеством, заявил, что печатание денег и инфляция обесценивает покупательскую способность для всех потребителей, и также считает, что главное положительное отличие битка в том, что он ограничен количеством в 21 миллион монет. В Chain Analysis зафиксировали рост инвестиций жителей Индии в криптовалюты. По итогам 2020 года объем инвестиций вырос с $200 миллионов до 38,8 миллиардов долларов. Жители одной из самых беднейших стран понесли свои деньги в криптовалюты. По оценкам данного сервиса, в Индии присутствует 15 миллионов криптоинвесторов. Для сравнения, в США 23 миллиона, а в Великобритании всего 2,3 миллиона. Вот такой взрывной рост количества инвесторов показали они в конце 2020 года, и в принципе после небольшого снижения опять намечается рост. Думаю, если биткоин попрет наверх, то индусы будут залетать снова. А вот в Иране решили, похоже, узаконить майнинг и хотят выдать 30 лицензий майнинговым компаниям. Министерство промышленности Ирана разрешило работу 30 компаниям по добыче криптовалют. Они выдали 6 компаниям в разных своих регионах
а не только в столице, разрешение. Также сообщалось, что в данной стране Министерство разведки и национальной безопасности подключились к борьбе с незаконной добычей криптовалют. А все из-за того, что электроэнергии у них не так много, а майнинг забирает практически все на себя. Ну и вообще до конца лета 2021 года в Иране запрещен какой-либо майнинг, потому что нагрузка негативно сказывается на гидроэлектростанциях, а следовательно просто не хватает воды. В Коста-Рике погиб биткоин-инвестор Мирча Попеску. Он утонул в Тихом океане на побережье Коста-Рики. По официальной версии выглядит это все просто как случайность. Он зашел в воду искупаться, и его унесло течением. Попеску начал инвестировать в биткоин еще в 2012 году, когда он стоил совсем дешево. У него была собственная биржа, и он был ярым сторонником криптовалют. Его знакомые утверждают, что в 2016 году на его счетах находилось примерно 1 миллион биткоинов. Сейчас же судьба данных битков неизвестна, куда они попадут, если все доступы у него где-то записаны и он их кому-то по наследству передаст, то это может серьезно обрушить рынок, если их просто занесут на биржу и продадут по маркету. Ну а если эта сумма полностью утеряна с его смертью, то их уже никогда не восстановить. Пока о точной сумме принадлежащих Попеску биткоинов и его возможных наследниках не сообщается. В России тоже решили бороться с майнинг-фермами, и Россети обнаружили две из них. Одна из них была во Владикавказе, вторая в поселке Заводском. Они работали 3 и 6 месяцев. Как их удалось обнаружить, не очень понятно. Видимо, либо как-то случайно, либо по наводке, потому что потребляли энергию они незаконно, нигде не отчитывались, и их ущерб оценивают в 2 миллиона рублей. Китайская биржа BTCC прекращает торговлю биткоином из-за новых запретов правительства. Они заявили, что полностью отказываются от проведения операций с биткоином и переходят на использование блокчейна за пределами торговли. Но вот не только майнинг страдает от решений правительства Китая, но и даже биржи решают прекращать свою деятельность, либо как-то ее видоизменять. Давайте посмотрим, что у нас на графиках изменилось за последние сутки. И вчера мы наблюдали объемы по биткоину и предположили, что может дойти вот до данных уровней. Так и случилось, мы дошли, пробили пик волны, предполагаемый пик волны 3, пробили скользяшку, и прогноз у нас, так сказать, отработал. Объемы у нас снова снизились, но цена без них пошла наверх. Движением наверх мы подтвердили, что здесь у нас пятиволновой импульс, а это значит, что вероятнее всего, после того, как 5 волн у нас прошли наверх, нас ожидает коррекция. Будет ли это пятиволновик старшего порядка, пока нельзя сказать. Возможно, это будет очередной какой-нибудь там АБЦ или другая коррекция, но факт остается фактом. Здесь пятиволновой импульс, следовательно, нужно, если не будет никакого растяжения в данной волне, логичным вариантом будет коррекция. Коррекция от импульса может прийти вот сюда, в расчетную зону. Это у нас совпадает вот с этой проторговкой, как раз эта зона. Плюс также здесь идет скользящая средняя, скорее всего мы ее вот так сверху и протестируем. Посмотрим, понаблюдаем, куда пойдет цена. Пока, на мой взгляд, самый вероятный сценарий — это коррекция вот этого нашего последнего возможного импульса. По эфириуму мы также дали хороший прострел наверх, прогноз у нас отыграл. Посмотрим, что у нас сейчас на графике. Вот по эфириуму у нас здесь объемы появились только как раз таки в завершающей стадии, что косвенно показывает, что здесь у нас идет всего лишь еще третья волна. Возможно, по биткоину мы также отрисуем растяжение, и оптимальная зона, куда мы можем скорректироваться в случае завершения третьей волны, это вот этот уровень. То есть локально ожидаю, что мы пойдем немного пониже по эфириуму в ближайшее время. Потом также стоит понаблюдать, как дело все это будет отыгрываться. Посмотрим по риплу, что у нас здесь. По риплу также мы пошли наверх, но у нас здесь прогноз более такого старшего порядка был вчера. И импульс мы нашли вот здесь. Сейчас у нас идет коррекция, а объемов пока так нормальных и не появилось. Скользяшку мы также и не пробили по риплу, он выглядит немного похуже. Поэтому здесь я прогноз оставлю прежним, на более мелкие таймфреймы переходить не буду. Пока как основной сценарий оставлю это все-таки движение наверх по риплу, так как после импульса, вероятнее всего, по завершению коррекции, логичным будет еще один импульс вверх. Доминация биткоина у нас немного так уперлась в потолок, достигли мы предыдущих хаев, здесь у нас уже такая двойная и тройная дивергенция, и пока мы немного снижаемся, я думаю, что все-таки доминации пора бы уже скорректироваться. Мы подошли к хорошему уровню, в прошлый раз мы от него отскочили, еще раз отскочили,
проскочили, сейчас снова даже не дошли, снова уже полились вниз. Плюс индикатор у нас все ниже, ниже и ниже. Это говорит о том, что, вероятнее всего, лучшим вариантом для доминации это поход вниз. Давайте посмотрим пару монет. По рифу посмотрим, произошло ли что-нибудь интересного на данном активе. И что мы здесь наблюдаем? У нас, небольшой выброс объема был, да? Что у нас на часовике? На часовике выглядит неплохо, хотя бы на еще один прострел наверх. Если мы удержимся выше вот этой скользяшки, то, вероятнее всего, нас ожидает еще один прострел наверх. Но здесь сложно говорить что-то однозначное, потому что, давайте вернемся опять на часовик. Вот здесь непонятно, что произошло. Здесь очень похоже это на коррекционный формат. 3 волны наверх, 3 волны вниз, сейчас 3 волны наверх. Я бы здесь не залетал в покупки. Да, мы пробили здесь скользяшку, пока мы над ней, но, исходя из структуры волн, после таких троек, вероятнее всего, можем получить снижение. Пока по рифу я бы посидел в сторонке, но я его и не покупал. Еще одну монету посмотрю, это интернет-компьютер. Тоже здесь писали, что что-то интересное. Давайте глянем. Так, из последнего, что мы тут рисовали? Мы рисовали, что нужно дождаться заходного импульса. Здесь у нас его не было, поэтому здесь покупать-то его и не стоило. Здесь у нас 3 волны прошло, и потекли мы дальше вниз. Вот здесь уже поинтереснее. Здесь у нас и объемы появились, и прострел такой достаточно бодрый. Давайте посмотрим поближе. Не очень хочется, конечно, на такие мелкие таймфреймы переходить. Но вообще здесь похоже что-то вот на такое, что мы здесь как будто бы третью волну рисуем. Очень похоже. Когда есть объемы, это всегда хорошо. Это значит, что-то здесь у нас происходит. Давайте расчетную зону, если такой вариант все-таки оставить, то расчетная зона у нас находится вот здесь. Мы, конечно, ее уже зацепили, но думаю, это еще не конец. Локально здесь все так же нисходящее движение. Если смотреть на часовике, то у нас оптимальная зона коррекции совпадает вот здесь вот с прохождением скользяшки. Возможно, мы до нее дойдем, ударимся и, может быть, и наверх даже отскочим. Пока как основной вариант я ставлю вот эту структуру. Вижу здесь достаточное количество подтверждений данному варианту. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!